Немногие животные смогли приспособиться к жизни рядом с человеком, и уж тем более к жизни в городах. Как правило, такие животные отличаются небольшими размерами, скрытным образом жизни и высокой плодовитостью. В первую очередь на ум приходят распространенные почти повсеместно тараканы, мыши и крысы. Но встречаются среди городских жителей и довольно крупные представители, большинство из которых выживает в первую очередь за счет своего высокого интеллекта. Герой сегодняшнего видео – очень ловкий, умный и забавный зверь, отлично приспособившийся к городской среде и научившийся конкурировать с людьми даже в их собственных домах. Знакомьтесь, профессиональный вор животного мира – енот-полоскун. Изначально еноты обитали на большей части Северной Америки, за исключением самых северных регионов. Но затем, при помощи человека, их ареал значительно расширился, и теперь диких енотов можно встретить, например, в Германии, Японии и России. Обычно длина тела енотов составляет около 50 сантиметров, а масса не превышает 10 килограмм. Но некоторым енотам удается вырасти до 70 сантиметров в длину и весить при этом больше 25 килограмм. Еноты относятся к отряду хищных млекопитающих, семейству енотовых, куда помимо них входят, например, такие необычные животные, как носухи и кинкажу. Одной из самых интересных особенностей енотов являются их передние лапы. По сравнению с другими хищными млекопитающими, пальцы на передних лапах енотов невероятно подвижны и без проблем могут двигаться независимо друг от друга. Для управления такими сложными конечностями еноты обладают очень развитыми участками мозга, отвечающими за осязание и мелкую моторику. Среди всех млекопитающих более развитые передние конечности имеют только приматы. Поэтому, с точки зрения эволюции, енотов можно условно считать собаками, которые вдруг решили превратиться в обезьян. Как и большинство обезьян, еноты всеядны. В естественных условиях около 70% их рациона составляет животная пища, в том числе насекомые, рыба и птичьи яйца. Иногда енотам удается поймать даже птиц и небольших млекопитающих, например, кроликов. Из растительной пищи еноты предпочитают высококалорийные фрукты и орехи, хотя иногда могут поедать также стебли и листья. Еноты обожают селиться рядом с людьми. Это одни из немногих животных, численность которых в результате человеческой деятельности не падает, а наоборот, стремительно возрастает. На многих освоенных человеком участках енотам живется даже лучше, чем в дикой природе. Прежде всего, в городах у них почти нет естественных врагов, таких как рыжие рыси и койоты. Зато пищи и укрытий, если немного потрудиться, там можно найти с избытком. Еноты в основном ведут ночной образ жизни и отлично лазают, причем не только по деревьям, но и по камням, и даже по человеческим постройкам. Логовом енота легко может стать, например, сломанный автомобиль или даже канализационный сток. Но особенно еноты любят селиться на чердаках. Как правило, там довольно тепло, сухо и достаточно свободного места, что позволяет енотам использовать их не только в качестве временных укрытий, но и строить там гнезда для выращивания детенышей. Разумеется, люди обычно не в восторге от подобного соседства, ведь семейство живущих на чердаке енотов, помимо того, что создает сильный шум, особенно по ночам, также не упустит возможности спуститься в жилое помещение, для того, чтобы поискать там еду. Впрочем, енотам не обязательно селиться на чердаке, для того, чтобы регулярно проникать в дома. Очень удобным способом пробраться в жилище для них являются двери для домашних животных, например, для кошек. Несмотря на то, что в первую очередь енотов интересует еда, они также могут воровать и понравившиеся им несъедобные предметы. Еноты обладают очень развитым интеллектом. Некоторые ученые утверждают, что по способности к обучению они значительно превосходят даже лис и собак и приближаются к некоторым приматам.
В одном из исследований было обнаружено, что еноты способны открыть около 90% предложенных им сложных замков, менее чем за 10 попыток. И при этом у них не возникало трудностей при повторном открытии замка, даже если он был перевернут. Исходя из полученных результатов, были сделаны выводы, что еноты способны понимать абстрактные принципы функционирования замков, а скорость их обучения практически такая же, как и у макак-резусов. Способности енотов решать сложные задачи и забираться в самые труднодоступные места поразительны. В октябре 2020 года 2 енота ночью пробрались в один из банков Калифорнии. Вероятно, они сделали это через крышу, забравшись на нее по растущему рядом дереву, а затем каким-то образом попав в систему вентиляции. Но интерес у енотов вызвали не деньги, а большая упаковка миндального печенья. Обнаружили енотов только утром, после чего они были пойманы и возвращены в природу. Высокий интеллект в сочетании с миловидной внешностью сделал енотов очень популярными домашними животными. Однако, содержать их вовсе не так просто, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что еноты очень умны, они при этом обычно остаются довольно независимыми и своенравными животными. Чтобы енот не скучал, ему требуется просторное жилище с большим количеством игрушек и мест для лазания. Питание енотов должно быть разнообразным и сбалансированным. Помимо пищи, богатой белками, например, корма для собак, им также требуется регулярно давать свежие овощи и фрукты. При этом количество калорийных продуктов стоит ограничивать, так как еноты склонны к ожирению. Интересно, что домашние еноты очень любят полоскать в воде свою еду и другие предметы, в то время как у диких енотов такое поведение наблюдается гораздо реже. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, еноты могут представлять опасность даже для человека. Загнанный в угол или защищающий свое потомство енот может доставить человеку немало проблем за счет своих острых зубов и когтей. Известны даже случаи, когда очень голодные еноты ночью пробирались в дома и нападали на спящих людей. Но самой большой опасностью, исходящей от енотов, являются переносимые ими инфекционные заболевания, в том числе вирус бешенства, заражение которым может оказаться смертельным для человека. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забудьте оценить его и напишите в комментариях свой отзыв или задайте интересующий вас вопрос. Всем спасибо за внимание. Всем пока.